20 августа Алексей Навальный был отравлен. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где записали для вас несколько видео. Наш план заключался в том, что мы проедем по городам России и покажем вам настоящую, реальную политику. Покажем, что политика – это не только Кремль, не только Путин, Госдума и известные министры, но и десятки региональных парламентов, от которых зависит жизнь миллионов россиян, нас всех, каждый день. На депутатах-единороссах, которые сидят в этих парламентах, на самом деле и стоит весь путинский режим. Они не винтик, а фундамент, на котором выстроена партия власти уже 20 лет, не дающая нам нормально жить. 13 сентября пройдут выборы в региональные собрания. В Новосибирске, Нижнем Новгороде, Томске, Чебоксарах, Ростове и Липецке. Во всех этих местах разворачиваются главные политические события этого года. И вы можете стать их частью. Мы просим вас стать их частью, чтобы мы все вместе избавились от Единой России. Вышвырнули их, выгнали и сделали так, чтобы они никогда не возвращались. Добро пожаловать на нашу первую остановку. Они нас побеждали всегда, 20 лет подряд. И даже если они проигрывали, то с помощью обмана и махинаций все равно одерживали верх. Но нам нужно подняться и снова пойти в бой, ведь до тех пор, пока мы не победим, наша страна обречена медленно деградировать. Я сейчас в месте, где состоится важнейшая политическая схватка. Здесь очень жарко летом и здесь очень холодно зимой. Здесь аномально высоко количество людей с высшим образованием. Здесь мог бы быть один из самых успешных городов мира, но выросло русское панельное гетто. На примере третьего города страны мы с вами разберем, как можно победить эту ненасытную жабу, партию «Единая Россия», и попытаемся это сделать в реальной жизни. Наша с вами задача – освободить от оккупантов столицу Сибири. Вообще, 13 сентября будут голосовать аж 40 миллионов избирателей. У каждого из них будет своя маленькая возможность ткнуть острой палкой в партию власти и сообщить ей, что они ведут страну в неправильном направлении. Но сложность в том, что люди вообще-то не интересуются своими региональными выборами и понятия не имеют, зачем вообще нужны местные депутаты. Этим пользуется Кремль. Основа власти Путина – это не Государственная Дума, как принято считать. Нет, главная их сила в том, что Единая Россия имеет большинство в каждом законодательном собрании каждого региона и большинство в городском собрании каждого крупного города. И если единороссы теряют это большинство, то власть злодеев моментально тает. Ровно это произошло в Хабаровском крае. Там единороссы проиграли выборы и в региональный парламент, и в городской. А если нет большинства в парламенте, то ты не контролируешь избирательные комиссии. А если не контролируешь избирательные комиссии, то не можешь подделать выборы. А если не можешь подделать выборы, то что получается? Надо идти разговаривать с людьми, слушать их, выполнять их требования. Это далеко можно зайти. Завтра попросят перестать воровать. А это уже экстремистское требование, покушение на основы строя. Поэтому бороться за сохранение своего большинства единороссы будут просто отчаянно. Но у нас есть план, как их победить. Почему именно Новосибирск? Что в нем такого особенного, что делает его главной ареной этого раунда борьбы? Во-первых, здесь есть сильная оппозиция. Единой России противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция «Новосибирск-2020», сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Это уже большое дело. Коалицию возглавляет Сергей Бойко, самый популярный оппозиционный политик. Он занял второе место на недавних выборах мэра. То есть здесь есть за кого голосовать. Во-вторых, исторически так сложилось, что здесь меньше подделывают выборы. Не привыкли. Есть такие регионы России, где нельзя просто взять и сказать всем школьным учителям: вбрасывайте пачки бюллетеней. Они не умеют и не будут этого делать. Новосибирск именно такой город. И третье, символическое, но, возможно, самое главное. Новосибирск – это город несостоявшейся русской мечты. Здесь есть все для процветания. Сложись история немножко иначе, это была бы наша Кремниевая долина. Очень хочется именно здесь побить тех, из-за кого эта мечта пока не сбылась. Сергей Бойко.
Ты почти стал мэром этого города. Ну, я действительно занял 2-е место в прошлом году. И мы сейчас находимся в Новосибирском университете, и ты его закончил, ты здесь учился в физмат-школе. Объясни мне, пожалуйста, такую вещь. Вот это очень сильно похоже на Стэнфорд и Пало-Альто. Просто здесь елки, сосны, а там пальмы. Но вокруг Стэнфорда выросла эта самая Кремниевая долина, а вокруг Академгородка она не выросла. Почему? Ну, тут нет простого ответа, да. Действительно, ну и то, что ты видишь, это в последние 5 лет, то есть появились стриженные газоны, новый корпус, а до этого это были старые помещения, аудитории такие достаточно усталые. Но, тем не менее, да, что касается образовательной инфраструктуры, она сегодня какая-никакая есть. Ну, понимаешь, человек выпускается и дальше очень сильно начинает различаться с Пало-Альто. У ученых низкие зарплаты. В Академгородке практически все лето проблемы с горячей водой. С горячей водой? Да, у людей реально нет горячей воды часами. Да, в Пало-Альто, наверное, в Пало-Альто нет таких проблем. А вообще может случиться эта мечта о русской Кремниевой долине здесь, в Академгородке? Ну, я думаю, что здесь во многом еще от федеральных властей зависит, потому что, ну, вообще сейчас вся система научная, она весьма такая, скажем, кривенькая, косенькая, да, инвалидная. Ну, прежде всего, конечно, если говорить о местной инфраструктуре, ну, это местные власти, то есть должны депутатами, там, мэром, губернатором быть люди, которым это ценно, которые вот будут ценить эти лужайки, этих ученых, да, развивать это как-то, а не вот решать вопросы, давайте построим еще квартиры. Ты собрал коалицию и бросил вызов Единой России. Вот прямо большой вызов, серьезный. Считаешь, что можно победить их здесь? Да, я уверен, что можно победить. Что для этого надо? А для этого нужна поддержка людей. Ну, то есть они должны понять, что их голос действительно значим, что у нас там на выборах депутатов может быть разница. То есть депутатом станет или не станет человек, потому что там 50 голосов, 20 голосов ему не хватит. Понятно, что у нас меньше ресурсов. Я не могу весь город завешать плакатами, что давайте поменяем там власть, давайте изменим систему, давайте других людей приведем. Но люди сами должны в это вовлекаться. Умное голосование, не знаю, голосование за кандидатов от коалиции. Реально возможности раскачать эту вещь, разморозить, да, систему, они есть. Новосибирск — 3-й по величине город страны. Ты же понимаешь, что вопрос проигрыша Единой России здесь — это вопрос непосредственно Путина. То есть они на уровне Кремля и на уровне Путина будут с вами бороться, чтобы не дать вам победить здесь Единую Россию. Безусловно, и мы это видим. Огромные ресурсы задействованы. Ну, там сотни миллионов тратятся на кампании. У нас даже единороссы приняли закон, что каждый депутат только официально до 5 миллионов рублей может потратить на кампанию. То есть раньше было 2, и они вот насколько увеличили, да, эту систему. Но с другой стороны, если мы посмотрим, почти 150 тысяч новосибирцев проголосовали против изменений в Конституцию. То есть это по 3000 в каждом округе. Это больше, чем нужно, чтобы стать депутатом. Если каждый человек осознает, что вот прямо сегодня можно пойти 13 сентября на выборы и изменить существенно расклад властный в Новосибирске, этого будет достаточно. Теперь нам с вами нужен точный расчет, и мы в правильном для этого месте. Мы же объявили войну партии власти, собираемся лишить ее большинства. Я не хочу, чтобы этот ролик был пустой болтовней. Это план, который мы применим здесь и можно будет использовать в других городах. 1 200 000 человек – это все избиратели Новосибирска, которые могут голосовать на выборах в городской совет. Но сколько из них придет на участки? Мы примерно понимаем, потому что в прошлый раз на такие же выборы пришло 20%, и в этот раз вряд ли явка будет отличаться. То есть 240 000 человек решат исход поединка и выберут 50 депутатов городского собрания. Мы хотим лишить Единую Россию большинства, а в идеале сделать так, чтобы все кандидаты-единороссы проиграли всем кандидатам от коалиции «Новосибирск-2020». Для этого нужно больше половины от тех, кто пришел на выборы. 122 000 человек. Тут возникает вопрос, а есть ли вообще в Новосибирске столько людей, которых можно вот вовлечь в нашу кампанию? Ответ положительный. Точно есть. Во-первых, 5 лет назад были выборы в законодательное собрание всей Новосибирской области, и «Единая Россия» получила на них 44%, а с тех пор рейтинг ее упал. И уже тогда большинство избирателей проголосовали против «Единой России». Во-вторых, на недавнем голосовании за путинское обнуление 156 000 человек проголосовали «нет», и огромное количество просто не пошло на липовое голосование. Значит, нужные нам 122 000 человек у нас в кармане. Но тут начинается самое сложное.
армия избирателей, голосующая как попало, не даст нам ничего. Ну, будет чистая победа Единой России. В каждом из 50 округов 6-8 кандидатов. Наш человек приходит на участок, ищет, кто не единорос, голосует за него. Второй наш человек голосует за другого, а третий за третьего. Наши голоса размазались. Единорос набрал 30% за счет тех, чьи мозги промыты пропагандой, и победил. А мы набрали суммарно 70% и проиграли. Значит, нам важна не сила удара, а его точность. Не молоток, а скальпель. Договориться между собой и проголосовать не просто против единоросса, а за его самого сильного конкурента. Это непросто, зато мы гарантированно выиграем. У нас есть отлично работающий инструмент, зарекомендовавший себя в Хабаровске и в Москве. Умное голосование. И наша с вами задача сейчас убедить 122 тысячи избирателей Новосибирска зайти на сайт умного голосования, зарегистрироваться и проголосовать за нужного кандидата. Плюс направить на выборы 1800 наблюдателей. Ведь хоть в Новосибирске и нет традиции больших фальсификаций, Единая Россия с большим удовольствием начнет ее, поняв, что иначе проиграет. Добро пожаловать в русское гетто. Этот район давно уже не только новосибирская достопримечательность, а общефедеральная. Сюда специально приезжают для того, чтобы снять репортажи и ролики о ужасном строительстве и худшем в мире проектировании. Если кто-то в интернете ищет фотографии ужасного качества строительства, то 99% там будут фотографии вот этих вот жилых комплексов. Просторный и Плющихинский, где мы прямо сейчас находимся. Даниил, ты участвуешь в выборах? Да. Я вижу постоянно какие-то странные видео, когда ты ставишь агитационный куб, и на него прибегают люди, типа какие-то халки, и все сносят, и на это не обращает внимания полиции. Объясни, почему так происходит? Здесь на 36-м округе есть свой хозяин, единорос. Его зовут Алексей Джулай. Он строит здесь вот этот, все, что мы видим вокруг. Это все им построено, и поэтому он является, по сути, царьком, местным царьком, таким строителем, который держит здесь все, контролирует абсолютно все потоки. И если появляется конкурент в виде меня, то вот эти кубы рушатся, громятся, какие-то невероятные халки появляются из ниоткуда. То есть он хозяин этого всего? Да, по сути. И ты здесь живешь? Да, я живу здесь, недалеко. Ты сам живешь в том, что называется довольно обидно новосибирское гетто. Ну, получается, да. И бросил вызов хозяину этого гетто. Конечно, но я не согласен жить в таких условиях. Мне хочется, чтобы здесь не только я, но и все жители жили лучше. Потому что они могут жить лучше, потому что денег у него море. И потратит он их только на себя. То есть не готов улучшать инфраструктуру микрорайона, а готов тратить только на себя любимого. Посмотрите, вот мой район. Это восток Новосибирска, жилой массив Плющихинский. Бесконечно одинаковые панельные многоэтажки, ни следа благоустройства и не прекращающаяся годами стройка. Все, что вы видите вокруг, построено фирмой «Дискус». Она принадлежит одному из самых богатых депутатов городского совета Алексею Джулаю. Он владеет заводом, который производит бетонные панели, ну а потом из этих собственных панелей он строит жилые дома. Вода, электро, теплоэнергия. Даже когда уже купил квартиру, за все здесь нужно продолжать платить управляющей компании, которая тоже принадлежит Джулаю. Но самая большая проблема в том, что новое жилье буквально аварийное. В нем опасно жить. Люди получают ключи от домов, в которых нет лифтов, перил, нет света. Из межпанельных щелей дует ветер, а вокруг незатихающая стройплощадка, тяжелая техника, горы мусора, плиты вместо дорог и дворов. Я уже второй год здесь живу. Вы живете второй год? Да. Тут же дороги даже нету. Второй год живу здесь. Я заехала 6 февраля, дали ключи, и я заехала сразу, потому что жить негде. Швы не заделаны прям в квартиру, что ли, дыра? Почему? Вот они, наружные швы. Ага. Люди, которые есть деньги, нанимают. А вы платите за Лифт коммунальную Платим. А Подожди. куда деньги деваются? Нет, вот это А классный тоже- вопрос. А Я вы не дум- понимаю, каким А образом, нас тоже интересует если вы меня, заселили, вы куда живете деньги? 2 года, платите Да. эти деньги 2 года, 6 куда? 6 февраля Ага. 2019 года я здесь живу. И платите деньги каждый Плачу месяц. денег каждый месяц. Куда?
Не знаю, куда, в кассу плачу. Это классно. В кассу А касса плачу, принадлежит и кому? видите, А ну куда? Дискусу кому принадлежит? Фирме «Дискус», Конечно. которая ну, не принадлежит фирме, этому самому Джулаю. ЖКХ или там, ну, естественно, Жулай же руководит всем. Я хожу и пытаюсь понять загадку непостижимую. Вот я только что разговаривал с женщиной, она здесь живет 2 года, и она 2 года платит за коммуналку, и вы тоже платите. Да. При этом у нее нет горячей воды, и у нее только недавно включили лифт. Ну, а лифт нам включили, если в ноябре 18 мы сюда заехали, а лифт дали 21 января вот этого года. И 1,5 года вот ну, это... Вы 1,5 года ходили с коляской. На каком этаже живете? На 8 этаж. На 8 этаж. И при этом вы платите за коммунальные платежи. Да, конечно. Вот Как вы такие- думаете, как они умудрились получить разрешение на заселение людей в очевидно недостроенные дома? Тут варианты. Да-да-да. Ну, Как раз- скажите как это. раз- Я же не знаю. Возможно, коррупционные варианты, без сомнения. Правильно я понимаю? Вот смотрите, что вот это вот делают сами люди. Вот они сами платят за то, чтобы утеплили вот эти швы. Это сами люди платят, это не строители сделали. То есть вы заезжаете в дом. Он сказал, что у них новая технология у Дискуса, и что заделывать швы не надо. Не надо заделывать Не швы. надо заделывать. Это новейшая, Только накладки. новейшая металлические, технология. да. А там оттуда тепло уходит. У некоторых зимой люди мерзли. Ага. 14-16 градусов. Лифты не делают. Люди тут живут. Люди сейчас вообще в таком состоянии, что вот... То есть их обманом сюда вселили, понимаете? А вы знаете, что Джулай депутат? Да, конечно. При какой партии? Совет депутатов. Единая Россия. Конечно, главная проблема заключается в бедности. Люди вынуждены покупать такое некачественное жилье, потому что оно относительно дешевое. Но даже люди, живущие в недорогом жилье, ну почему они должны жить так годами? Температура в квартирах 14-16 градусов. Почему? Потому что вот эта строительная мафия, строительное лобби, она окружила людей со всех сторон. Пожаловаться некуда. Здесь огромное количество проблем. Куда ни ткни пальцем, просто в буквальном смысле нарушение любых нормативов. Но на этих людей всем абсолютно плевать, потому что строительное лобби, засевшее в горсовете, само себя контролирует, само себя проверяет, само строит, а те части, которые они не контролируют, оно просто оплачивает взятками. И поэтому, ну, я поговорил здесь с огромным количеством людей. Писали жалобы? Писали. Куда? Везде. Получили какие-то ответы? 0 ответов. Потому что всем командуют здесь Джулай, в других местах другие застройщики. Ну что, Даниил, давай на правах местного жителя сделаешь мне экскурсию в подъезд удивительного ЖК? Дом соединен, то есть здесь 2 подъезда, но он сплошной. И то есть жители той части дома могут пользоваться лифтом, а в той нету лифта. То есть фактически один лифт на 2 подъезда. Так хитрым образом сделали. Они объединили 2 подъезда, чтобы не делать лифт. Вот. Здесь лифта уже нет. Здесь должен быть Собственно говоря, лифт. лифт. Здесь, если здесь лифт, давайте, зайдите, снимите, пожалуйста, чтобы вы увидели, есть здесь лифт или нет. Там просто шахта, в которой может упасть ребенок. Ну, то есть туда может просто упасть человек. И это лифтовая шахта, в которой нет лифта в доме, где уже живут люди. Как видите, несложно совсем туда попасть. Какая-то такая штука, такое впечатление, что проектировали какой-то другой дом, а потом из этих частей лего построили совсем иной. Что вот это такое? Тут должен быть, наверное, мусоропровод должен быть. Ну да, наверное, в проекте так задумывалось, но и то, что дом, он абсолютно свежий, вот прям готовый, но уже все, вон пошло трещинами, это отверстие. Это часть для мусоропровода, но мусоропровода в доме нет. Вот это лифтовая шахта, но лифта там тоже нет. Ну, какие-то непонятные штуки. И это, конечно, безусловно, самая абсурдная проектировка. Я думаю, что здесь проектировки вообще никакой нет. Они просто брали и собирали этот дом, как дети из лего, вот таким образом. Объясни, пожалуйста, что это такое. Это пенопласт, я его прям могу отрывать. Да, это пенопластом заделана стена абсолютно свежего дома, то есть, как видишь, уже все отваливается, все разрушается. То есть, если я расковыряю этот пенопласт, там будет дальше улица, дыра. Ну, возможно, да. Ну вот здесь подставляешь руку и прям дует ветер. То есть это несущая стена, в ней дыра. Дом новый.
непостижимая загадка. Вот я поговорил с людьми, они платят за квартиры, но при этом сами нанимают альпинистов, чтобы заделывать эти швы. У них нет горячей воды, у них не работают лифты. Это недостроенное жилье, очевидно. Каким образом Джулай умудряется сдавать это жилье, и чтобы город, власть, признавала это все жилыми домами? Но если у тебя есть депутатский мандат, и ты председатель комиссии по градостроительству, то ты можешь себе такое позволить. При любых других обстоятельствах это невозможно сделать. Вот около тех домов мы с вами были и специально заехали сюда, остановились посмотреть на лесок. Прекрасно, не все так плохо, лес, очень скучные дома, но вроде есть какой-то лесной массив. И знаете, где он еще находится? В декларации депутата Джулая. Действительно, можно иметь целый лес, и, скорее всего, он его застроит. Этот лес частично принадлежит самому депутату, а частично его дочери. Но она здесь, знаете, не гуляет, потому что живет она в Германии. Давайте я вам объясню, как стать очень богатым единороссом в Новосибирске. Ну, во-первых, вам нужна районная строительная монополия, и Джулаю здесь принадлежит все. Дома, парковки, управляющие компании, магазины, интернет, абсолютно все. Но, самое главное, секретный ингредиент. Он ни за что не платит. Эта земля, за нее нужно платить аренду. Он не платит ни за что, и это его кредо ни за что и никогда. Вот я всегда считал, что максимальное количество судебных исков возбуждено против меня. Но если вы зайдете на сайты судов, то вы увидите, что единорос Джулай обгоняет меня просто в несколько раз. Против него поданы сотни исков, но он продолжает не платить. Как? Потому что он и есть власть. Он здесь всем командует, и его кредо не платить, не хочу и не буду, он не платит, и все прекрасным образом работает. Депутат Джулай не изменяет своему принципу, когда дело доходит и до его личных активов. Вот эта небольшая бухта находится в аренде у одной из его фирм, а город судится, потому что Джулай не платит даже символическую ставку по аренде. Зачем ему бухта? Все просто. Потому что она отделяет его дачу от посторонних любопытных глаз. По документам здесь лодочная станция, ну а по факту личный выход к воде. Вот это 585-метровый дом Джулая. Живет он на одном участке с Анатолием Квашниным, бывшим полпредом Путина в Сибирском федеральном округе. В общем пользовании у них какое-то огромное здание площадью под 1000 квадратных метров, похожее на гостевой дом с гаражом и баней. Что касается городского имущества, Джулай, как несложно догадаться, у себя на жилмассиве не живет. Типовой панельной застройки он предпочел 250-метровую квартиру около леса в Академгородке. Сегодня, в день публикации этого видео, мы узнали, что суд снял нашего кандидата Маркелова с выборов. Сделано это было по требованию Алексея Джулая, который с помощью подконтрольных ему судов, прокуратуры, полиции и избиркома организовал целую спецоперацию по признанию подписей Маркелова недействительными. Джулай буквально мафиози, который пойдет на все, лишь бы сохранить свое депутатское место, которое у него есть все шансы потерять. Тем важнее 13 сентября проголосовать против Джулая. Если вы живете в этом округе, зарегистрируйтесь в умном голосовании, и мы пришлем вам фамилию кандидата, у которого есть максимальные шансы победить жулика единоросса. Ни одного голоса Алексею Джулаю. Заседание городского совета Новосибирска можно проводить прямо здесь. То ли строительная площадка, то ли жилой район, но место идеальное, потому что городской совет огромного города-миллионника просто захвачен тотально строительной мафией. Из 50 членов совета 18 прямо работают в строительном комплексе, являются крупными застройщиками или их людьми. И сколько еще тайных людей, сколько тех, кто просто сидит на зарплате у строителей, получает от них деньги и послушно голосует за нужные им решения. Строительная монополия захватила целую ветвь власти. Они пишут под себя законы, они принимают их, они принимают городской бюджет, они выполняют контрольную функцию, строят, сами себя проверяют, сами себе выделяют деньги, ну то есть они рулят городом. Он же умудряется продавать эти квартиры не только тем, кто хочет их покупать, но еще и бюджету. Ну да, конечно, учитывая, что он депутат, у него появляются такие возможности продавать квартиры детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. То есть, если депутат, он принимает бюджет, выделяет его, а потом на этот бюджет продает свои собственные квартиры, которые не распродал. Да, ну то есть нераспроданные остатки реализуются мэрией за бюджетные городские средства. Больше $500 миллиарда рублей потрачено на покупку квартир в этом районе. Объясни, что за аномалия?
почему так много вот этих вот строительных монополистов и вся строительная мафия сидит именно в городском совете? Ну, потому что самое ценное, что есть в городе, это земля. Ну, то есть выделение земли под застройку. И есть самые разные схемы, скажем так, не очень законные, да, и совершенно непрямые, как эту землю можно получить даром. Ну, как, например, один из вариантов, когда берется земля под застройку, например, социального объекта. Обещаем, что построим здесь бассейн или очень нужную парковку. После этого делаем какую-то совершенно формальную халабудку из фанеры, может даже к ней воду не подводить, сдаем ее комиссии по застройке и в Ростехнадзор, приватизируем землю, и после этого там появляются жилые дома или торговый центр, например. А как это связано с городским собранием? Ну, просто как раз городской совет определяет назначение земли и принимает решение, что здесь должно быть То есть ты построено. получаешь и кому эта земля дешевую землю достанется. под условный бассейн, а ничего не строишь или строишь что-то только маленькое для того, чтобы приватизировать, а потом городское собрание разрешит тебе построить вот какие-то гигантские дома, на которых ты заработаешь много-много миллионов долларов. Именно так. Это могут быть жилые дома, это могут быть торговые центры, но совершенно не то, под что эта земля выделялась. И это только одна из схем, но вот именно наличие депутатов-застройщиков в городском совете как раз и позволяет такие схемы реализовывать без сучка задоринки. Вот мы как раз хотели рассказать о еще одном герое городского совета, депутате Покровском, который просто идеальная иллюстрация того, как здесь устроены дела. Самая такая строительная и семейная мафия. Он сам сидит в городском совете, папаша у него сидит в законодательном собрании, и там вице-спикер. Мамаша у него работает в администрации губернатора, и они свои щупальца запустили везде, денежки стригут везде. Замечательные люди, мы даже съездили к нему в гости. У вас не дежавю, и мы не крутим одни и те же кадры по кругу. Это еще один панельный район, на этот раз на запад от Новосибирска. Называется «Чистая Слобода». Это единственный проект и источник дохода семьи Покровских. Папа нашего депутата, Евгений Николаевич, будучи чиновником администрации, стал собственником завода железобетонных изделий. Ну а дальше вы, наверное, уже можете догадаться. Бетонные блоки для домов, типовые конструкции и непрекращающаяся стройка, новые и новые кварталы. Депутатские дела идут настолько хорошо, что фирма Покровских стала крупнейшим в Новосибирской области застройщиком, обогнав прошлогоднего лидера, коллегу-единоросса, депутата Джулая. Но вот он висит за моей спиной, наш замечательный единорос, висит и обозревает свои владения. Это микрорайон, ну, такие же панельки, построенные в чистом поле, но не просто микрорайон, это одновременно его избирательный округ. То есть здесь он становится депутатом, здесь он застраивает, но построила это все фирма, которая принадлежит его папаше, который, как я уже говорил, тоже единорос, депутат уже законодательного собрания всей Новосибирской области, он там вице-спикер. Мэр города Новосибирска работает их личным рекламным агентом, он приезжает на все эти стройки, сам разрезает ленточки, дарит ключи и так далее, и так далее. Мы вместе с КПД «Газстроем» договариваемся. Значит, они сегодня начинают строительство школы. То есть это уже такая латифундия, земельный надел, который выдан на кормление семье Покровских. Все очень похоже на бизнес единоросса Джулая, но они одинаково зарабатывают. То же самое районная строительная монополия, те же самые схемы с бюджетом, те же самые схемы с землей, те же самые схемы с продажей земли сиротам. Проходи. И он здесь, Покровский, на каждом подъезде. Вот здесь вот он висит. В этих домах он продает жилье сиротам, но сам живет совершенно в другом месте. Жить он предпочитает на маленьком уютном острове. Снова огромная разница с панельными массивами, где живут избиратели Покровского. Мы в 25 километрах от центра Новосибирска. Здесь, прямо на берегу реки, находится уединенная депутатская дача. Сейчас на этом огромном зеленом острове, на который проложена собственная дорога, всего несколько дач. И наш герой владеет одной из них. Площадь участка Покровского почти 2000 квадратных метров. Давайте подлетим поближе и посмотрим, что же он себе построил. Красота невероятная, прямо сибирские Мальдивы. Впереди пирс, можно припарковать до 4 лодок, а за ним 3 дома. Слева 45-метровая баня, а в глубине участка за Альпийской горкой главный дом. Площадь главного дома 268 квадратных метров. За главным домом виднеется гараж, он, кстати, на учете не стоит. Депутаты, живущие на островах, это, конечно, классно. Понятно, что Единая Россия продает депутатские места богатеньким буратинам, но все равно должны же быть какие-то идейные путинисты, которые не про деньги, а про курс Владимира Владимировича. И мы перебирали, и нашли такого. Один из лидеров Новосибирской Единой России Евгений Яковенко. Типичный такой дяденька с партийного съезда. Афганец, весь в медалях, государственник, это у него целая фишка.
в каждом интервью подчеркивает, что у власти должны быть люди с государственным мышлением, и он именно такой. Считаю, главное, приоритетное – это государственное мышление и государственная позиция представителей власти. Политик должен быть патриотом своей страны, своего государства и иметь государственное мышление. Мы полностью это подтверждаем. Яковенко на 100% государственник, кровь и плоть партии «Единая Россия». За поправки. Я, например, проголосовал в самый первый день голосования за поправки. И, не скрывая об этом, сказал. Внешне он всю жизнь занимается ветеранскими организациями, живет на одну зарплату. Согласно декларации, у него все супер скромно. Но что может быть нескромного у ветерана-общественника? Но на самом деле этот крупный новосибирский единорос, вы будете смеяться, тоже застройщик, только оформил бизнес на детей. Посмотрите на этот замечательный коттеджный поселок, как сказано в рекламе, маленькую Чехию в Сибири. Этот микрорайон таунхаусов по документам возвел сын депутата Яковенко Семен. На момент строительства ему было 25 лет. Какой молодец, помогает папе единоросу. С сыном разобрались, но есть еще и дочка, тоже бизнес-леди. Пока папа наводит партийную вертикаль в Новосибирске, она, судя по социальным сетям, переселилась немножко южнее, в Дубае, где живет и работает. Гламурная жизнь Арабских Эмиратов абсолютно не мешает депутатской дочке заниматься бизнесом и тут, в Новосибирске. Правда, от гламура здесь ни следа. На дочь депутата Яковенко оформлены палатки в переходе метро Площадь Маркса. Чтобы обнаружить тайный бизнес депутата Яковенко, надо просто спуститься туда, вот в этот переход, и внимательно посмотреть по сторонам. Посмотрите, одна за одной палатки, насколько хватает глаз. И на каждой написано ООО «РИК». Арендуют эти помещения у города фирма дочки депутата Яковенко Марии. Узнали мы об этом случайно, благодаря судам. С фирмой депутатской дочки судились из-за того, что в палатках продается контрафакт, а городские помещения незаконно сдаются в субаренду. Давайте попробуем что-нибудь купить. Странно. Арендует помещение фирма Яковенко, а на чеке ИП Ярмаш. Нехорошо, депутат Яковенко. Обманываете мэрию и собственный город. Чтобы убедиться, что депутат Яковенко никакой не афганец-бессеребренник, достаточно просто внимательно посмотреть на фотографии его семьи. Сын в 19 лет, гоняющий на Порш, дочь студентка на люксовых авто, дорогие путешествия и, конечно же, коллекция часов. Начнем с этих. Вот скромный Адемар Пиге за 1 миллион 115 тысяч рублей. Депутат Яковенко надевает на встрече с жителями своего округа. В них же и с флажком «Единой России» он позирует для протокольной съемки. Для публичных выступлений депутат-афганец предпочитает часы Кустас. Такую же модель, как на его руке, можно приобрести примерно за 1,5 миллиона. Или вот особый повод, особенные часы. Встреча с ветеранами. Депутат Яковенко в часах Бриге за 2 миллиона рублей. Несложно было обнаружить и его депутатский дом. Надо отдать должное, живет у себя в округе, правда в условиях, сильно отличающихся от его избирателей. На его участке мы обнаружили трехэтажный дом, 600 квадратных метров, с башенкой и собственным бассейном. А когда в Новосибирске купаться холодно, он всегда может махнуть в сочинскую квартиру, оформленную на его дочь. И последнее. В округе Яковенко у нашей коалиции есть свой кандидат – Вячеслав Якименко. Он сотрудник штаба Навального и активно ведет кампанию. Если вы живете в 35-м округе, наверняка его уже видели. Вячеслав будет лучшим депутатом, чем тайный бизнесмен Яковенко, которому собственная коллекция дорогих часов важнее городских проблем. Я понял, что это какая-то чисто новосибирская аномалия, огромное количество застройщиков среди депутатов. Но те, которые не застройщики, кто эти люди? Те, которые не застройщики, еще хуже, потому что в основном это люди, встроенные в бюджетную муниципальную систему. Ну, то есть, например, типичный депутат не застройщик, это директор какого-то МУПа, например, там владелец похоронного бизнеса, городского и своего личного. То есть люди его избирают, а он их хоронит. Он их хоронит. За моей спиной похоронный дом. Как мы здесь оказались? Да потому что Бойко назвал нам фамилию депутата, работающего в похоронном бизнесе. Мы посмотрели, и это потрясающая история, которую должен знать весь Новосибирск. На этом похоронном доме можно прямо вывеску повесить «Единая Россия», потому что это филиал партии. Депутатом Сергей Валентинович Бондаренко стал в 2005 году. А еще раньше он пошел в муниципальную службу, возглавил городское похоронное бюро. Называется МУП ИМИ.
А через некоторое время замутил бизнес. Акционерное общество, которое учредили само муниципальное предприятие ИМИ и фирма, созданная женой депутата Бондаренко. И новое акционерное общество назвали тоже ИМИ. Сначала им владеют напополам, а потом постепенно размывают долю государства, и город теряет контроль над похоронной индустрией. В Новосибирске все знают, что если случилось такое несчастье, человек умер, то родственникам надо звонить на короткий номер 063. Звонишь туда в муниципальное ИМИ, а попадаешь в коммерческое ИМИ, учрежденное родственниками и близкими людьми депутата Единоросса. Ну а дальше все ровно так, как устроено в российском похоронном бизнесе. Есть базовый тариф, он достается муниципальному предприятию, а есть гораздо более дорогие дополнительные услуги. Одеть покойника, накрасить, закопать могилу и так далее. Несчастных родственников вынудит все это оплатить, иначе никаких похорон не будет. Но деньги пойдут уже в коммерческое ИМИ и другие фирмы, учрежденные теми же самыми людьми. Вот пришла женщина из похоронного этого бизнеса, девушка, и снимает, потому что она очень сильно переживает, что мы всю эту мафиозную схему раскроем. Вот оцените красоту схемы. Можно приватизировать городское предприятие, а можно клиентов. И наш Единорос приватизировал покойников. Так что те, кто пойдет голосовать за кандидатов Единой России, в прямом смысле слова будут голосовать за похоронную мафию, обдирающую рыдающих несчастных людей. Так, вы у нас представитель похоронной мафии, правильно? Как вас зовут, расскажите нам. Господин Навальный. Да, здрасте. Привет, Валерий Петрович, как дела? Отлично. Очень хорошо. А теперь давайте подробнее разберемся, как работает коррупционная схема депутата Бондаренко. Как именно ему удается собирать деньги у обычных горожан и складывать к себе в карман. Как и объяснял Алексей, есть два ИМИ. Одна муниципальная ИМИ, директор наш депутат Бондаренко, а другая коммерческая ИМИ, в которой директором работает брат его жены. А дальше все просто. Люди, которые приходят хоронить своих близких и родственников, не смотрят, кому и за что платят. Подразумевается, что деньги идут в муниципальный бюджет. Но в Новосибирске это работает не так. Давайте на конкретном примере. Вот статья журналистов «Тайги». В ней рассказана история женщины, которая ИМИ выставила счет более 80 тысяч рублей, из которых 79 тысяч ушло коммерческой ИМИ и связанным с ней конторам. В частности, в статье упомянуто, что 10 тысяч ей пришлось заплатить за поминальный обед некой предпринимательнице Сухаревой Ларисе Олеговне. Знаете, кто это? Нет? Тогда пусть Лариса Олеговна сама расскажет. Я Сухарева Лариса, помощник депутата Бондаренко Сергея Валентиновича. Работаю в этом качестве уже более 15 лет. Она, кстати, тоже идет на выборы и тоже от «Единой России». Хочет стать депутатом законодательного собрания Новосибирской области. А вот еще одна дама, директор одной из фирм, которая ИМИ отдает свои подряды, Водопьянова Анна Михайловна. Откуда она взялась и кто такая? Здравствуйте, меня зовут Водопьянова Анна Михайловна. Я работаю помощником депутата городского совета, вот уже 10 лет. Еще одна помощница депутата Бондаренко. Она вообще собиралась идти на выборы против меня, по моему округу. Но что-то не сложилось. Видимо, похоронный бизнес оставить не на кого. Как видите, Единорос Бондаренко ничего не стесняется и прямо направляет деньги мимо муниципального бюджета своим друзьям, родственникам и помощникам. Но с другой стороны, мы же понимаем, что мы живем в коммерции. То есть и ничего тут не поделаешь. Я могу рассказать такую историю про каждого депутата. Ну их 50 человек, а у нас выборы не только в Новосибирске. Просто поверьте, они все такие. И до тех пор, пока мы от них не избавимся, шансов на нормальную жизнь у нас нет. А вот избавимся ли? Это вопрос всего лишь 10-минутного усилия каждого, кто смотрит этот ролик. Вы же помните, наша задача 122 тысячи человек, голосующих через умное голосование. Чтобы этого добиться, каждому жителю Новосибирской области нужно прислать этот ролик, советом посмотреть и зарегистрироваться на сайте. Если вы поучаствуете, то мы запросто это провернем. Политическая судьба всех этих мафиозных кланов висит буквально на волоске. Но если сейчас их не прикончить умным голосованием, то следующий шанс только через 5 лет. Хотим добиться лучшего будущего? Надо сейчас немножко поработать агитатором, потом пойти проголосовать, а потом, если понадобится, выйти на улицу, защищая свой выбор. Это точно сработает, а другого пути нет.